МЮ включается в борьбу за Мбаппе. Харри Кейн разрывает чемпионат Германии. Джим Рэдклифф хочет избавиться от 3 игроков. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и Телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Манчестер Юнайтед планирует избавиться от 3 своих дорогих нападающих в январе. Руководство МЮ определило 3 главных игроков, которых они хотят продать во время трансферного окна. Испанская газета Mundo Deportivo уже поделилась информацией о том, что Барселона заинтересована в подписании этих игроков. Джим Рэдклифф в ближайшие недели станет акционером Манчестер Юнайтед. Глава химкомпании Ineos приобретет 25% акций клуба за 1,25 миллиарда фунтов. Он планирует инвестировать 245 миллионов фунтов. Миллиардер и один из богатейших людей Великобритании хочет контролировать футбольную деятельность клуба. Руководство МЮ уже определило 3 главных игроков, от которых они избавятся во время трансферного окна в январе. Джейдон Санчо, Антони и Антони Марсиаль будут проданы в январе. Испанская газета Mundo Deportivo уже поделилась информацией о том, что Барселона заинтересована в подписании Джейдона Санчо и Марсиаля. Манкунианцы рассчитывают выручить с трансфера Марсиаля 59 миллионов евро. Эти деньги клуб намерен потратить на усиление состава. Ранее Джейдон Санчо был отстранен от работы с основным составом клуба из-за возникшего в начале сентября конфликта с Тен Хагом. Лео Месси показал свой 8-й золотой мяч болельщикам Интер Майами. Специальная церемония состоялась перед домашним товарищеским матчем с Нью-Йорк Сити. 36-летний аргентинец поблагодарил болельщиков Интер Майами за поддержку. Выразил уверенность в том, что в следующем году клуб выступит гораздо лучше и продолжит выигрывать трофеи. После чего в честь Месси запустили золотой салют, а фанаты скандировали его имя. Журнал Фофоту признал Бернарду Силва лучшим центральным полузащитником мира. Футболист Манчестер Сити занял 1-е место в рейтинге, составленном британским журналом. Бернардо – футбольный единорог, игрок такого типа, который встречается нечасто. Некоторые тренеры ставят перед таким игроком только одну задачу, но Пеп хочет, чтобы Силва делал на поле все. И он на это способен, говорится в описании. 2-е место занял Антуан Гризман из Атлетико, номинальный нападающий. Он переосмыслил себя как блуждающий плеймейкер, и точно так же как раньше он находил свободные зоны для нанесения ударов, теперь он находит в этих зонах своих товарищей по команде. В последнее время он был мотором, воображением и талисманом Атлетико в совершенно иной роли, сказано в пояснении. На 3-м месте располагается Илкай Гюндоган. За ним следует Педри. 5-ку замыкает Уоррен Заир-Эмери из ПСЖ. На 6-м месте Энцо Фернандес. 7-й Гави. 8-е место занял Лука Модрич. На 9-м Гранит Джака. А 10-ку закрывает Федерико Вальверде. Ньюкасл заинтересован в приобретении защитника Барселоны Андреаса Кристенсена. Об этом сообщает Sport.es. По информации источника, руководство английского клуба было впечатлено тем, на каком уровне Кристенсен провел предыдущий сезон. При этом подчеркивается, что ни Барселона, ни датчанин на текущий момент не рассматривают вариант с переходом в Ньюкасл. Тем не менее, 27-летний защитник осознает, что ему предстоит продолжать конкурировать за место в основе с Араухо и Кунде. Кристенсен перешел в Барсу из Челси летом 2022 года. За это время датский футболист принял участие в 45 матчах во всех турнирах. Будущее Кильяна Мбаппе остается обсуждаемой темой, ведь его действующий контракт с ПСЖ истекает в конце сезона. Как сообщает Football Insider, побороться за Мбаппе на летнем трансферном рынке будет готов Манчестер Юнайтед. Этому способствует тот факт, что Джим Рэдклифф близок к выкупу 25% акций клуба. Бизнесмен готов вкладывать серьезные деньги в финансирование команды.
Источник также отмечает, что в финансовом плане провернуть трансфер Мбаппе могут еще два клуба АПЛ – Манчестер Сити и Челси. Харри Кейн установил рекорд Бундеслиги по количеству голов в первых 11 турах. В матче 11-го тура против Хайденхайма Кейн оформил дубль. С начала сезона форвард Баварии забил в чемпионате 17 голов. Это лучший показатель на данном отрезке за всю историю лиги. До этого рекорд принадлежал Роберту Левандовски. В первых 11 турах сезона 19-20 нападающий забил 16 мячей. Наставник Вест Хэма Дэвид Моэс заявил, что пока не собирается завершать тренерскую карьеру. Контракт Моэса с Вест Хэмом истекает в конце этого сезона, и недавно в прессе появились слухи, что лондонский клуб может предложить специалисту перейти на некоторую техническую роль в конце сезона. Однако Моэс чувствует, что еще не исчерпал себя как тренер, особенно в Вест Хэме, который в прошлом сезоне выиграл Лигу конференций, но в АПЛ был вынужден сражаться за выживание. Я не спешу прекращать тренировать уж точно. Я могу растить команды и клубы. Я искренне верю, что Вест Хэм во многом похож на мой Эвертон. И есть вещи, которые мы можем улучшить, и мы стремимся к этому. Мы провели пару действительно хороших лет, финишируя 6-ми и 7-ми. В третий раз мы были 14-ми. Мы стараемся улучшить это и стать стабильней. Помимо этого мы завоевали трофей, что довольно сложно, сообщил Моэс Sky Sport. Тен Хаг объяснил, почему Магуайр и Варан редко играют вместе. В некоторых матчах есть моменты, когда они, Харри Магуайр и Рафаэль Варан, могут играть вместе, и они уже доказали, что способны играть в связке, пояснил Эрик Тен Хаг, отвечая на вопрос о том, что этот дуэт центральных защитников не часто играет вместе. Затем Тен Хага спросили, есть ли у него проблемы с Вараном, на что он ответил: абсолютно нет. Как я уже сказал, это тактические причины, по которым я выбрал эти сочетания. Я думаю, что Харри и Джонни хорошо справляются. Это означает, что Варан не так часто выходит на поле, потому что Магуайр не в состоянии начинать атаки так, как нужно Тен Хагу. Босс Манчестер Юнайтед часто использовал Варана и Магуайра по отдельности, предпочитая ставить вторым Джонни Эванса или Виктора Линделёфа. Поскольку Эванс травмирован, а Лисандро Мартинес не вернется до Нового года, Тен Хаг, возможно, будет вынужден полагаться на дуэт Варана и Магуайра.